хороший приемистый автомобиль, 2-литровый двигатель. В общем-то, много видеообзоров вы уже по этому поводу видели по Хавалу, именно H6 третьего поколения. Первое поколение очень популярно было и в Китае, и в других странах. Хавал на то время держал лидерство по продажам в Китае, например, своих кроссоверов. Второго поколения Хавал я также был владелец. Один минус у него был у того Хавала, что был только на переднем приводе. Хавал H6 третьего поколения учли все как бы пожелания, более современное авто, совсем другой вид имеет. И в этом авто есть возможность выбрать авто с полным приводом. И это огромный плюс данного автомобиля. Вот, если Хавал второго поколения, почему я продал? Потому что была возможность и вышел на то время Хавал H6 третьего поколения поменять на Хавал H6 третьего поколения из-за того, что в этом уже есть полный привод, то сейчас как бы вопрос многих возникнет, не хочешь ли продавать после 3 лет, к примеру, вот его эксплуатации. Не вижу альтернативы никакой пока за такую стоимость взять автомобиль с такими же возможностями, с такими же характеристиками. Я пока не вижу. Именно из бэушное авто вообще как бы не рассматриваю. Вариант нового тоже за такую стоимость я не нахожу. Современные все функции. Это авто 2021 года выпуска, 2021. Кажется, с 2020 их начали производить в Китае. И на то время эти автомобили были уже настолько оснащены, что сейчас другие бренды этих китайских автомобилей, Chery, там, Чанган, многие знают, некоторые даже не имеют этого функционала, который имеет Хавал H6, который производился еще раньше. Поэтому как бы искать что-то лучше и за такие же деньги, ну, у нас на рынке такого нету. По крайней мере, в Украине такого же нету в этот ценовой диапазон. Идеальное авто нет, идеальных автомобилей не бывает. Многие, конечно, хотят слышать, чтобы написать в комментариях, что да что ты его расхваливаешь, пишите, я не против, пишите все, что вы думаете, я комментарии не удаляю, я ценю любое мнение, ценю человека. Можете писать, потому что соскучился уже я об этих комментариях, которые раньше просто засыпали просторы Ютуба, просторы моих видео, что китаец, что ты с ним дальше будешь делать, как ты будешь жить с китайцем и все остальное, с китайским автомобилем. Пишите, пожалуйста, не ленитесь. По поводу минусов, что, ну как бы, это не минусы, но не критично, с чем можно смириться, но то, что ты, к примеру, непонятно для тебя, например, пересев с другого автомобиля, как это работает, как-то для тебя непонятно, потому что это, можно сказать, характеристика именно китайского автомобиля, а это подвеска. Во многих китайских автомобилях подвеска себя ведет именно таким образом по неровностям. Вот как-то ты не понимаешь, она в одно время как бы и расхлябанная, в другое время как бы и жесткая, и в третье, вот ты не можешь совместить это впечатление. И мягкая когда-то на каких-то ямах, на каких-то жесткая, на каких-то расхлябанная. То есть какого-то конкретного ощущения ты не можешь сказать о подвеске, что вот там такая собранная, спортивная или же мягкая, комфортная. Как-то по-разному ведет себя автомобиль, и это не только Хавал, такие же подвески стоят и в Chery, такие же подвески стоят и во всех практически китайских автомобилях, ну, в которых вот обычный Макферсон, там сзади многорычажка, без всяких пневмо. Именно автомобили себя так ведут. Это все привыкаемо. Люди пристраивают, подстраиваются, кто там подспускает шины, чтобы не были такие жесткие. Нужно понять одно, что китайцы просто делали автомобили, проектировали и делают именно для хороших дорог, потому что с дорогами в Китае проблем нету. Даже и на сегодня мультимедиа этого автомобиля не устарела, потому что наши люди уже прошивают
делают из этой мультимедиа полноценный Android, устанавливается на них приложение, YouTube. Один минус, что как бы нету доступа, нету встроенного слота для сим-карты. То есть интернет ты будешь брать по Wi-Fi, ну, с раздаваемого устройства, например, или со смартфона, включил раздачу Wi-Fi, подключилась мультимедиа, установлены приложения, идут YouTube, Waze, навигация, все. Берет интернет устройство со смартфона и активируешь YouTube, едешь, смотришь в онлайне ролики. Или вообще какой-то 4G роутер положил тут у себя, подключил через USB, разъем, заряжаешь его, раздает он интернет. И ты пользуешься приложениями, которые установлены на этом устройстве не через какой ни Android Auto, не через Apple CarPlay, а именно приложения, уже установленные в устройстве. Камеры на то время просто удивляли всех. Вот даже 21 год, когда я взял этот автомобиль, именно качество камер. И сейчас они также на высоком уровне. Не во всех автомобилях, не во всех европейских автомобилях ты увидишь качество этих таких именно разрешения, с каким передают картинку эти камеры. Очень таки удобно. Просмотры всевозможные, 3D, задний, угловой план, автоматическое включение камеры, когда автомобилем сдаешь назад и подъезжаешь близко к препятствию, активируется самопроизвольно камера автоматически, также и передняя активируется, когда предмет рядом. Ну, то есть все эти возможности, которые присущи современному автомобилю, то есть Haval H6 третьего поколения актуален на сегодня как никогда. Поэтому вопрос о замене или вопрос о покупке, например, сомневаешься, там, покупать или нет, особенно те, кого интересуют эти функции, помощники различные, круиз, можно сказать, автопилот L2, он так и называется, помощник, ведет по трассе автомобиль, удерживает в полосе. В случае того, если ты уснул за рулем, автомобиль полностью остановится на трассе, он не бросит управление, не отключит помощники, а установится, если увидит, что ты отпустил руль, не держишь. То есть вот эти все помощники, кому это интересно, кому это нужно, кто этим увлекается, интересуется, пользоваться будет, то этот автомобиль все это имеет. И это именно те современные помощники, которые актуальны на сегодня. По минусам. Вот что заметил я и не говорил вам в тех видео, но все оно приходит со временем. Это панорамная крыша, которая вроде бы, да, она классная, от Webasto. Эта панорамная крыша шла и в Хавале первого поколения, она также идет и в Хавалах Dargo, в многих Хавалах идет Webasto. В приоткрытом режиме, вот когда ты открываешь ее на проветривание немного, сейчас я не буду, потому что здесь присоска мешает, и когда едешь по неровным дорогам, по ямам, она немного дребезжит, это слышно. И это не только в моем автомобиле, это владельцы этот минус замечают и рассказывают, общаются, информацию дают по этому поводу. Поэтому вот если прислушиваться, то ты услышишь, что эта крыша немного вибрирует именно по неровным дорогам, по кочкам, по ямам. По ровной дороге такого нету. Ну вот, скорее всего, что китайцы по ровным дорогам ездят, поэтому у них такой проблемы и нету. И это не то, что появляется со временем, это появляется именно с завода, это заводской косяк. По подвеске я вам сказал, непонятные ощущения. И это Haval H6, Haval Dargo таким страдает. Вроде бы даже и в H9 есть такое. Если ты ставишь режим руля легкий, 3 режима есть руля: легкий, комфортный и спорт, усилие на руле, то будет на кочках, на таких вот, на хреновых дорогах, ты будешь слышать немного, как подстукивает рейка. Если ставишь в комфорт или в спорт, то вот автомобиль едет, вот как сейчас, без всяких вообще лишних звуков. Это также заводской минус, заводской косяк. В легком режиме
не знаю, там или рейка попускается, почему она начинает подстукивать. Не сильно стучит, но если имеешь музыкальный слух, то ты это услышишь. Когда берешь автомобиль с салона, и мне до сих пор люди пишут комментарии под моими видео, и владельцы Хавалов, Дарго, Хавалов H6, у тех Хавалов, у которых вот этот вот двигатель 2-литровый турбо, не помню я его модификацию, а именно 200, вот 204, 211 лошадиных сил, расход масла. Ты берешь автомобиль новый с салона, с залитым маслом заводским, ездишь и проверяешь через время, масло подъедает. То есть до 5000, как я смотрел, до 5000 пробега нужно сделать доливку масла. Многие пишут, говорят: Роман, подскажи по маслу, что видео я снимал по этому поводу специальное, как не запороть двигатель нового автомобиля, вот именно Хавала. Проверяй масло до первой замены. Когда прекратился жор масла у меня, у автомобиля, вот на 10 тысячах я поменял масло, залили Shell, не знаю, что было залито с завода, залили Shell 0В20, какое прописано по книжке, и расхода масла нету. Вот сейчас 25 тысяч километров, то есть от замены до замены масла не доливаю вообще. Поэтому вот этот минус, нюанс, я смотрю, он у всех появляется с этим двигателем. Почему-то расход именно заводского масла идет. И что я посоветую? Меняйте масло первый раз не на 10 тысячах, как там дилер вам говорит, на 10 приезжайте. Меняй на 5, потому что как раз подожрет масло до того момента, когда нужно доливать. Лучше поехать, не доливать, не искать там что-то, что там залито, чтобы долить же. Едь сразу, меняй масло. Меняй масло, там Shell зальют или что. Как вариант, я не знаю, обкаточное масло завод не может залить уже в автомобиль, который продает клиенту. Хотя все может быть, пишите свои комментарии по этому поводу, у кого. Проверьте масло, посмотрите расход, вытащите щуп. Вот это еще одно, что я замечал в эксплуатации, потому что Haval H6 второго поколения, предыдущий, там другой мотор стоит, то такого не было. Он от замены до замены, с нова, с завода не нуждался в доливке масла. По посадке, по вот этому обзорности, такие уже вдаемся в подробности. Нос сильно длинный нос, как-то он вот задран. Если сравнивать с другими автомобилями такого класса, как раз с среднеразмерными кроссоверами или большими кроссоверами, то здесь как-то нету вот этой эргономики, или как назвать. Ты сидишь, и иногда просто тебе хочется вот так вперед посмотреть, подъезжаешь где-то к воротам, хоть и есть и камеры, но все равно человеческая привычка вот осталась, что нужно видеть глазами. Особенно женщинам неудобно. Женщинам, смотрю, что, ездят, понятно, что привыкают, но есть автомобили в таком классе более комфортные. Вот нос как-то вниз скошен, нету вот этого вот кразовского капота, что ты там выглядываешь из-за него. Это китайские авто, и вот так они, их дизайнерские такие у них решения. Он с виду смотрится огромным, большим, да, красиво, но страдает именно вот этот момент по эргономике. По посадке также, опять же, это, можно сказать, китайская посадка. Иногда просто не можешь усесться. Туда-сюда регулируешь сиденье, крутишь его взад-вперед, регулируешь электроприводом. То от руля ты далеко, то к рулю близко, то колено не так стоит, то есть нет возможности быстро усесться в этом автомобиле. Но это также вот эта вот китайская порода этих автомобилей. Не только Haval этим страдает, а также и Chery, и все остальные китайцы. Короткие подушки на сиденьях, такое, то что привыкаемо, но это в процессе эксплуатации замечаю. По материалам порядок, никаких замечаний нету, кроме тех мест, где ногами отбивается при выходе, при входе пластик. На порогах пластик, тут на дверях. Это уже все зависит от людей, насколько аккуратно будут пользоваться. Но есть места критичные, где пластик, используется пластик обычный, недорогой, который во всех автомобилях используется, по низу, который пускают, тот, который царапается. Поэтому там
кто захочет, можно те места проклеить пленкой какой-то. Сейчас пленка продается, какая хочешь. Защитить те места, чтобы не царапалось. Сиденье, вот это эко-кожа, так называемый кожзаменитель. За это время ничего с ним не произошло. Никаких критичных ни складок, ни трещин, не рассыпается ничего, не сморщивается. Также по дверям эти все материалы, ну, автомобиль, можно сказать, как новый с завода, вот как забирали, так и есть. По рулю все так же, ну, все они уже делают такого качества, чтобы и недорого было, и что оно износостойкое. Почему недорого? Чтобы автомобиль дорого не стоил, потому что если везде использовать кожу и меха из дорогих зверей, то понятно, что, соответственно, и автомобиль будет столько стоить. А так, все из искусственных материалов, и оно износостойкое, если сравнивать с автомобилями, те, которые раньше выпускались, где были с этим какие-то проблемы. По расходу топлива интересует вопрос извечный. Что не видео, так и сколько жрет. Диапазон может быть большой диапазон, в зависимости от того, как ты ездишь. Стиль езды, городской, пробки, трасса, быстро, медленно, экономно, неэкономно. Есть режимы езды, там эко, стандартный, спорт. Практически это не влияет на то, как ты давишь педаль газа. Все от этого напрямую зависит. Средний по городу где-то меньше 10 не опускается, это 100%. Если с пробками может, наверное, быть и 14, и 15 литров. По трассе, если до 100 будешь ехать, сотку, то это, наверное, самый экономичный режим у него. И у тебя получится где-то 7,5-8 литров можно наэкономить. Если 130 едешь, то рассчитывай на 9-10 литров. Вот вам правдивый расход, то, что есть, то и рассказываю. Автомобиль большой, особой обтекаемостью он тоже не впечатляет. У него вот это вот дело, наверное, кирпичное у него. Обтекаемость, так сказать, обтекаемость кирпича. Поэтому и такой у него расход. Но это расход не тот пугающий, которым обладают, например, его одноклассники, но других брендов. Или немного в другом исполнении. Поэтому по расходу это, как для такого большого автомобиля, это нормально. Что порадовало в этом поколении, это багажник. Багажник довольно-таки вместительный. Электропривод поставили на багажник. Также это плюс. И вместительный салон. Ну, Хавалы, все китайские сейчас автомобили имеют вместительный салон, но на то время салон и багажник необычно было смотреть, потому что Хавал H6 второго поколения не отличался объемным багажником. Знаю больше, что вам рассказать, готов был бы и поистерить, что-то такое рассказать негативное, но ничего в голову не приходит, не могу припомнить за все это время, что можно рассказать такого плохого об этом авто. По мультимедии, по прошивке, по новому вот этому, что люди делают, полноценный Android с приложениями, с навигацией. Сделаю отдельно видео в планах, потому что в Украине есть ребята, которые занялись и сами это сделали. Также на Хавалах Дарго можно это делать. То я сниму отдельное видео, потому что тут уже, можно сказать, получаем совсем другой уровень магнитолы с большими возможностями. А на сегодня все. Вы подписывайтесь на канал обязательно. Задавайте вопросы, я все комментарии читаю и отвечаю. Чат в Телеграме, группа в Телеграме по Хавалам. Владельцы там общаются. Не только H6, а и Дарго, и всех Хавалов. Вместе задаем вопросы и помогаем. Также ссылку оставляю в описании в закрепленном комментарии. На сегодня все. Жду ваших комментариев, подписок и лайков. Всем удачи и до следующих видео.